Меня зовут Лилия Эргашева, рада видеть тебя на своем канале. И сегодня я покажу тебе прическу, которая подойдет для торжественных мероприятий. Это объемный хвост с текстурным оформлением. С этой прической ты можешь пойти на любое торжественное мероприятие. Кстати, и на выпускной тоже, ведь он уже не за горами. Ну, не буду тянуть, давайте уже начинать. Работу начинаю с того, что выделяю горизонтальный пробор на нижнем затылке. Беру прядь шириной примерно 0,5-0,7 см и гофрирую ее. В этой последовательности гофрирую все волосы. Гофре придаст дополнительный объем и воздушность нашей прическе. Объем волос увеличился раза в 2. Далее делаю хвост на нижнем затылке. Завиваю волосы хвоста на плойку, беру небольшую прядку, завожу ее в плойку и прогреваю. После того, как мы накрутили все волосы хвоста, я начесываю их у корня. Беру локон, фиксирую его лаком и начинаю растягивать бока. У нас должен получиться широкий локон. В этой технике я прорабатываю весь хвост. Далее выделяю горизонтальный пробор от уха до уха. Беру пудру для прикорневого объема, у меня фирмы Estelle, и прорабатываю всю зону макушки. Я втираю ее в корни волос, она очень хорошо распределяется и не склеивает волосы. При помощи расчески хвостика выделяю треугольник на макушке. Выделенные в треугольник волосы скручиваю в легкий жгут. Начинаю работать с текстурой. При помощи пальцев рук я выделяю прядку, ставлю туда шпильку и фиксирую воском спреем. У меня спрей фирмы Кёнен. Стараемся брать пряди на одинаковом расстоянии друг от друга. Они должны быть не широкие и примерно все одинаковые. Фиксировать прядки, другими словами еще их называют ребрышки, мне помогут шпильки и воск-спрей. Не торопимся, стараемся работать аккуратно и обязательно фиксируем лаком. Шпилек для текстурных причесок всегда требуется очень много. Они нам помогают в фиксации прически, делая текстуру более глубокой. Также в проработке текстуры мне помогают пальцы рук. Я каждую прядку прорабатываю пальцами, то есть сглаживаю, для того, чтобы она была более аккуратной. Ну и, конечно, не забываем фиксировать воском спреем. В этой технике я прорабатываю всю макушку. Закрепляю волосы невидимкой. Беру волосы боковой зоны затылка с правой стороны. Скручиваю их в легкий жгут, фиксирую лаком и начинаю работать с текстурой. Обязательно ставлю шпильку и так прорабатываю каждую прядку. Ставлю шпильку, фиксирую воском спреем. Закрепляю волосы невидимкой. И еще раз хорошо фиксирую все лаком. То же самое делаю с левой боковой зоной затылка. Фиксирую волосы лаком, скручиваю их в легкий жгут и получается делаю нахлест на соседнюю прядку и прорабатываю текстуру. Excuses were 2 for a penny.
but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face. Закрепляю волосы невидимкой. Продолжаю работать с волосами у лица. Делаю зигзагообразный пробор сбоку. Беру прядь волос и начинаю плести жгут с подхватом с одной стороны. Немного проплела, левой рукой держу волосы, а правой начинаю прорабатывать текстуру. Аккуратно делаю ребрышки, фиксирую лаком и ставлю шпильки. Главное не торопиться и аккуратно доставать прядки. Беру прядь волос, фиксирую лаком, скручиваю в легкий жгут, делаю нахлест на соседнюю прядку. Начинаю работать с текстурой. Tomorrow, there's no time to borrow today. Well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. То же самое делаю с другой стороны. Беру прядь волос, скручиваю ее в легкий жгут от лица и начинаю работать с текстурой. Закрепляю волосы при помощи невидимки. Далее беру прядь волос, которая осталась над ухом, скручиваю ее в легкий жгут и завожу на соседнюю прядку, фиксирую при помощи невидимки. Перехожу к формированию хвоста. Я взяла обычный бублик и разобрала его, и получился вот такой вот валик. Креплю его над хвостом при помощи невидимок. Выделяю часть волос хвоста, с которыми начинаем работать. Все оставшиеся волосы накручиваю на плойку, в том числе прядки у лица. Начинаю разбирать хвост, беру прядь волос, фиксирую ее лаком и растягиваю бока локона. У нас должны получиться такие широкие локоны. В этой технике прорабатываю весь хвост.
this is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. Подкалываю прядку при помощи шпильки, формирую объем. То же самое делаю с соседней прядью. Дорабатываю хвост и фиксирую его лаком. У нас получился шикарный хвост с текстурным оформлением у лица. Такая прическа подойдет для любых торжественных мероприятий. To see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. Как тебе моя работа? Хотела бы сделать себе такую же прическу. Девчонки, напишите, у кого в этом году выпускной или свадьба. Ведь уже в следующем видео я тебе покажу шикарную прическу, которая очень популярна на просторах Инстаграма. Кстати, а ты подписан на мой Инстаграм? Ссылочка будет под видео. Встретимся в следующем видео. Пока-пока!